Добрый день, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам очень интересную историю о создании уникального столярного изделия, без которого, пожалуй, не обходится ни один художник. И для начала давайте перенесемся в мастерскую моего отца, заслуженного художника России Коровина Сергея Михайловича. Он обещал кое-что рассказать. Преподавал у нас Андрей Александрович Чурин, больше 50 лет. Он скончался в 92 года, а преподавал до 85. И я его поздравлял каждый год. У него день рождения 1 июля, как у моей мамы. И сначала я его поздравлял, потом маму. Пришел, и он сказал: Сергей Михайлович, я всю жизнь ждал, готовился, и материалов много, и холсты есть, а ничего не успел. Так совет, говорит, на всю жизнь запомни. Не откладывай на завтра все, что можешь сделать сегодня. Я понимаю его, это вроде простая фраза, но подводя итог 90-летию, он это сказал. И он, когда понял, что все это куда-то надо деть, мольберт у меня стоит в мастерской, этот этюдник, он все это передал. И сказал, что надеюсь, что он послужит тебе добром. Я с этим этюдником поработал в России, ездил в Германию, писал, в Париже писал. Причем в Париже под надзором моих друзей-немцев, они сидели в кафе, я поехал по местам Константина Алексеевича Коровина, где он писал. Нашел это место, но он, правда, из гостиницы писал, там, наверное, этажа с 3-го, с 4-го, а я писал у кафе. Взял чашечку кофе, потому что там бесплатно никак не посидишь, начинают волноваться люди. В общем, сижу, пишу, подходят ко мне французы, там, с сигарой, с трубкой. О, Писсаро, о, Мане. Я говорю, спасибо. Вы, говорит, откуда? Я говорю, я русский художник. О, русский художник. Интеллигентный человек попался. И он мне сказал, что, говорит, да, говорит, это, говорит, Мане, Писсаро, это не то, что, говорит, ваш этот Марк Шагал, он нам купол испортил в театре. Представляете, я первый раз такое мнение, потому что везде Марка Шагала хвалят. А тот француз сказал. Но это такая история. Так этот этюдник постарел, лопнул, треснул. А так он удобный. Это ручной работы. Достался этот этюдник Андрею Александровичу Чурину. Как он мне сказал, он купил у художника, который работал еще в конце 19-го, начале 20 века. То есть это уже ему более 100 лет. И вообще все вещи, начала века, старого века, советские даже, они поражают своей этой культурой, сделанности, заботой, любви и остроумным решением. Так что так. Я надеюсь, что даст начало новому изделию. Очень хотелось бы. Задача понятна. Создать новый этюдник, опираясь на опыт старых мастеров. Это интересно. И посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, уже многие догадались, что этюдник будет выполнен из древесины американского ореха. И по правде сказать, мне это дерево очень нравится, я давно мечтал что-то из него сделать. Я думаю, что эта древесина по праву занимает одно из лидирующих мест в пантеоне древесин. Не зря оно ценилось и ценится до сих пор за свой цвет и текстуру среди столяров, любителей и краснодеревщиков. Да, древесина ореха уникальна и очень привлекательна, а ее изысканный аромат очень даже приятный. Теперь пора приступить к дизайну этюдника.
Ну и конечно же нужно обсудить все моменты, связанные с дизайном и эргономикой, с Сергеем Михайловичем, ведь он заказчик и будущий пользователь персонального этюдника. После всех согласований и утверждения окончательного вида будущего изделия, работа переходит на новый этап, и от общих моментов постепенно можно приступать к частным и более интересным. Но пока Виктор все равно занимается базовыми операциями, их все-таки надо закончить. И пока щиты склеиваются, предстоит сделать шканты для будущих соединений. Шканты из американского ореха, я думаю, нигде не найти, поэтому сейчас я изготовлю какой-то кондуктор, ну и попробую сделать сам. Вот у меня получилась приспособа такая колхозная. Ну, что-то похожее я видел где-то, но, наверное, не совсем это. Может, и не рабочая эта вещь. Выглядит не очень обнадеживающе, но посмотрим. Ой-ой-ой. Сломалась, тут была немножко трухлявая. Да, ёп. Блин. Да фу ты, блядь, говно. Хорошо, что Виктор знает еще один проверенный способ. Блядь, да ну в пизду. Ну, короче, что-то не задалось с шкантами. Ну да ладно, как говорится. Утро вечером мудренее, завтра разберусь. На следующий день Виктор вспомнил еще один способ. По мне он просто железобетонный. Если и он не сработает, то я, пожалуй, помолчу до конца ролика. Секундочку. Отлично. Один промежуточный этап выполнен. В этом изделии шканты сыграют особую роль. Я не знаю, видно на камеру или нет, но прям она так переливается. За счет вот этих мелких сучковатостей, ну, свелеватостей, она прям играет на солнце, ну, на свету. Теперь настало время еще приблизиться к одной уникальной идее в этом проекте. Это деревянные петли. В отличие от стандартных металлических петель, они не будут создавать дробность, а наоборот должны органично слиться с корпусом этюдника. Сейчас Виктор делает пробный образец, чтобы посмотреть, как это будет работать. Но в мастерскую постоянно заходят непрошенные гости.
Шканты готовы. Осталось напилить их в размер. Для того, чтобы отверстия проходили строго в центральной оси шканта, требуется четкая перпендикулярность. Получился хороший струбциновый ежик. Ну, в принципе, неплохо. Если еще учесть, что у меня не посередине отверстия получились, не знаю, как их четко спозиционировать, все равно сверло тонкое, его где-то доведет. Осталось удалить ненужную древесину. Да, кажется, намучаюсь я с этими шкантами, но зато теперь я знаю, что высверлить перпендикулярное отверстие вдоль волокон, ну, практически нереально. И теперь остается только один способ подбирать шканты, в которых отверстия более-менее ровные, и располагать их так, чтобы они находились ближе к внутренней части паза. Вскоре Виктор сделал еще один образец, и все получилось как надо. Приступим к корпусу этюдника. По мнению Виктора, именно текстура и теплота оттенков американского ореха создадут в этом изделии особый шарм, который и будет приковывать основное внимание. Эта вещь должна завораживать и вызывать непреодолимое желание тактильного прикосновения. Сейчас Виктор склеивает будущие торцевые стенки этюдника, и, возможно, вы заметили интересное направление волокон. Я хочу, чтобы в этом изделии текстура из одной плоскости плавно перетекала в другую и создавала тем самым эффект монолитности. И такое впечатление, что это сделано из одного куска дерева. Пожалуй, это действительно будет выглядеть очень гармонично. Так и хочется сказать словами Пушкина: «Ай да жулик, ай да сукин сын, все тебе не имется». Конечно же, это я любя говорю, ведь жизнь человека порой наполняется теплотой благодаря этим малым созданиям, и я думаю, многие зрители меня поймут. Когда на душе грусть и тяжесть, частенько на помощь приходят четвероногие комочки. И как прекрасно, что мы люди, вид, который так все любит гладить, живем в мире полном существ, обожающих этот процесс.
Неотъемлемая часть любого этюдника – это палитра. Она также будет шпанирована американским орехом. Нарезка шпона, сборка так называемой рубашки и дальнейшее проклеивание – все это имеет прекрасный медитативный эффект. Возможно, в будущем будут новые ролики, связанные с техникой маркетри. По-моему, это еще один увлекательный мир творчества, красоты и гармонии. Огромное разнообразие материалов делает это направление очень оптимистичным. Чтобы не пропустить новые ролики, не забудьте поставить колокольчик и подписаться на канал. Операция по резке фанеры была выполнена на лазерном станке и не попала в объектив. Через какое-то время нашему мастеру пришла еще одна идея. Друзья, я думаю, неплохо будет внести в этот этюдник еще больше эксклюзивности и сделать гравировку для того, чтобы она мотивировала и вдохновляла моего отца на новое творение и свершение. Фразу для этого не так просто подобрать, но я думаю, что ему понравится, как мне кажется, его жизненная кредо – воспевать красоту и Россию. И для этого мы будем использовать поистине уникальный материал. Это мореный дуб, и по радиоуглеродному анализу этому дубу уже более 1600 лет. Я думаю, неплохой материал для такой вставки, так бы сказал, фундаментальный. В скором времени заветные детали были готовы, и Виктор долго находился под впечатлением от выполненной работы. Спасибо его знакомому Андрею, ведь так? Да, я благодарен Андрею за то, что он помог воплотить мне эту идею в жизнь, без которой этот этюдник, наверное, не был бы таким авторским и уникальным. Поэтому всех, кого интересует лазерная резка, изготовление печатей, ну там много чего, чем он занимается. В общем, ссылку на его сайт я оставлю в описании под видео. По задумке, большая часть фурнитуры будет сделана вручную, так как многих подходящих элементов просто нет в продаже. И это замечательно. Теперь каждая деталька получит свой уникальный образ. К
сожалению, не всегда все можно предугадать заранее. В боковых стенках этюдника заблаговременно были высверлены отверстия под определенный диаметр латунной гайки, но в последний момент Виктору сообщили, что их нет в наличии у поставщика и прислали гайки большего диаметра. Придется выкручиваться. Я думаю, можно сделать вставки из мореного дуба под больший диаметр гайки. Наверное, это будет смотреться очень даже неплохо. Я честно сомневаюсь, что это будет здорово, но давай посмотрим. А ты знаешь, в этом что-то есть. И, пожалуй, ты неплохо выкрутился. Латунные детали очень хорошо смотрятся с этим деревом. Они придают ему еще более благородный вид. Склейка петель происходит по уже отработанной схеме, поэтому не составляет особого труда. Ну и, конечно же, скругление фасок. Это создаст приятные переливы света и бликов, а также обеспечит плавный переход текстуры, создавая при этом иллюзию единого куска дерева. На основе старого этюдника был выявлен идеальный угол наклона задней крышки. Теперь осталось только сделать стильный фиксатор. Кажется, с фиксатором вопрос почти решен. А что насчет ручки? Но так как ручка это достаточно маленький элемент, который опасно обрабатывать на фрезерном станке, я просто не знаю, как там держать, чтобы ее не вырвало. И плюс так и волокна может вырвать. Поэтому я просто заказал в лазерной резке несколько сегментов, которые в итоге склею. Мне кажется, это очень хороший вариант. Да, неплохой. В эти петли Виктор установил карбоновый стержень, по большей части из-за того, что металлический мог заржаветь и препятствовать нормальному вращению. А теперь посмотрим, как раскроется наш орех под маслом.
Ну что, в принципе, этюдник готов. Пора представить его заказчику. Ну что, я с подарочком. Ну, вообще, это шедевр. Вообще, потрясающе. Причем мореный дуб, 1600 лет. Обалдеть, обалдеть. Слушай, это отлично. Это этюд сюда, все. Но теперь надо испробовать, как в действии. Проверим. Я знаю, что только один недостаток вижу. Ну. Я буду бояться здесь наносить. Это музейный уровень. И мне пачкать его так жалко. Так что Ладно, ничего. разрешаешь? Разрешаю. Ну все, хорошо. Тогда попробуем. Давай. Дальше.